Ну а сейчас я хочу перейти вместе с вами к такому интересному моменту, как выбрать какой-то другой вид переплетения, который, вот, например, мы просмотрели уже и панчлейсы, и однофантурный жаккард. И нам на что-то вот не то, не то, мы хотим еще чего-нибудь расширить, папку нашего или галерею узоров для панчлейс. Мы можем также посмотреть это в схемах для прессового переплетения и для слипа. Сделаем выборку и, например, перейдем в первую вкладку, чтобы вот на схеме, которая предназначена именно конкретно для Silver Reed, мы могли рассмотреть этот момент. И я тоже уже отвязала свой узор. Вот он. Сейчас покажу, какой он красивый получился. Но с этим тут есть некоторые особенности и моменты. Вот. Здесь я использовала по совету, который мне оставили в комментариях, я вязала люрекс, который тонкий такой, который рвется. Я добавила туда еще тонкую нить. И вот так красиво получилось. Так, ну что же тут мы увидим? И уже на основании того, что я вам рассказала ранее, вы уже сразу можете прочитать эту схему. То есть на первый взгляд она нам не подходит, но нам очень она нравится. И давайте еще раз вместе закрепим наши знания и еще раз посмотрим, что за что отвечает. Мы тут видим, что у нас наша схема состоит из двух цветов: синего цвета и серого цвета. Какие же у нас в приоритете цвета или цвет? Мы знаем, если серый цвет, то он младший, потому что дальше за ним ничего нет, или перед ним ничего нет. Ну вот как если смотреть на поле, на это цветовое, да? Кому как вот удобно говорить. То есть он самый крайний с левой стороны. И в любом виде переплетения, если у нас есть на схеме серый цвет, то он будет младше. Но тут получается, что старше у нас, все правильно, как и в панчлейс, да, синий цвет. Но посмотрите, если мы посмотрим на рисунок поближе и вот разберем его, да, и мы понимаем, что в приоритете у нас синий цвет, да, все как в панчлейс, да, но мы представим, что мы будем вязать его, и вот там, где синий цвет, мы знаем, что он провязан будет тонкой нитью. Что же будет у нас в изделии или вот в образце, вязка какая? То есть у нас будет что? Вот такие длинные протяжки. С изнаночной стороны вот такие длинные протяжки, да, потому что это будет провязано тонкой нитью. А с лицевой стороны провязано тонкой нитью вот такой вот большой ряд, вот такие большие ряды. И в таком виде нам эта схема не подойдет. Но мы можем ее преобразовать или адаптировать под наш тип вязания, под панчлейс. Что мы должны сделать? Мы должны, чтобы вот эти вот серые клеточки, которые нам подходят для того, чтобы они вязались тонкой нитью, мы должны переназначить этот цвет на старший. То есть мы должны их перекрасить в старший цвет. И как мы это сделаем? И сейчас я вам это покажу. Мы удаляем все поле, очищаем. И так как у нас скопирован уже этот рисунок, буфер обмена, мы просто нажмем где-нибудь в любом месте кнопкой левой мыши, и у нас появился раппорт этого рисунка. Я его уменьшу, подвину, чтобы нам было видно. И сейчас, когда у меня уже все подготовлено, все поле, я подготовила, я хочу переназначить эти цвета. Точнее, я хочу цвет серый поменять на красный цвет, например.
Тем самым я поставлю в приоритете, у меня будет красный цвет, то есть он будет старшим цветом, а младшим цветом синий цвет. Что я для этого должна сделать? Я должна выбрать пипетку, нажать на пипетку и выбрать серый цвет, квадратик серого цвета. Сейчас я должна назначить ему красный цвет и нажать вот на эту кнопку «Замена цвета». И вот так вот мы начнем зарисовывать. Ну, так, чтобы быстрее было, мы возьмем побольше кисть. И у нас пойдет все побыстрее, веселее. То есть вот в этом вот рапорте рисунка мы переназначаем, перекрашиваем цвет. Тем самым мы меняем приоритетность этого цвета. И сейчас мы понимаем, что красный цвет сейчас у нас в приоритете. И клеточки, которые у нас закрашены красным цветом, у нас будет провязана петля тонкой нитью. Так, немножко я выхожу, но это мы все очистим. Можно и не... Вот, и что у нас сейчас происходит, мы видим по нашей схеме, что красный цвет у нас в приоритете, старший цвет, а синий у нас младший. Вот смотрите по нашей схеме. Там, где А стоит, это красный цвет, он старший. Там, где не стоит ничего, но синий мы знаем, вот я А поставила, это младший. И также мы уже знаем, я уже несколько раз и много раз, чтобы это уже нам запомнилось, что в переплетении панчлейс старший цвет у нас вяжет тонкой нитью. Дальше что мы должны сделать? Мы должны скопировать этот блок. Можно даже не удалять по краям вот эти вот квадратики, которые я вылезла. Мы просто копируем этот блок, переносим в нашу галерею, а именно в галерею, ту, которую мы создавали. Вот я уже создавала, пробовала. Нажимаем на ключ гаечный, нажимаем на стрелочку, вот оно у нас сохранилось. И обязательно, чтобы сохранилось, мы должны нажать на дискету. Если мы не нажмем на дискету, а выйдем из программы, то этого рисунка у нас в нашей галерее не будет. Ну и сейчас мы его выбрали уже, вызвали, сохранили, перейдем на вкладку рисования, размножим и проверим, все ли мы закрасили и все ли у нас в порядке. Так, мы можем его уменьшить, чтобы нам лучше было видно. Все у нас в порядке. И теперь мы можем вязать. Вот. Еще раз покажу этот рисунок. И таким образом мы можем переделывать любые узоры, которые мы захотим. Так, это я уберу. Это так. Которые мы захотим, именно которые отвечают за переплетение слив или пресс. Вот смотрите, тут очень много тоже красивых узоров, которые подойдут нам для панчлейс, но мы уже знаем, как их преобразовать и адаптировать под именно наш вид переплетения, который мы хотим вязать, именно панчлейс. Вот такое видео у нас сегодня получилось интересное. Спасибо за лайки, спасибо за комментарии. До встречи в следующем видео. Всем пока!